Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня будем вязать крючком. Вашему вниманию я предлагаю базовую футболку, кофточку, которая подойдет абсолютно всем, и можно ее связать на любой возраст и размер. В этом видео я с вами поделюсь всеми материалами по вязанию. Выкройку дам вам, схемы вязания и также информацию о пряже и по расходу пряжи. Для вязания данной модели кофточки рекомендую вам пряжу с натуральным составом. Всю информацию по пряже, интернет-магазин и также промокод на скидку я вам оставила в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Советую вам выбрать пряжу Baby Cotton. Если будете вязать данную модель, это 100% египетский мягкий хлопок, он очень нежный. В 50 граммах 180 метров. Это итальянская коллекция. До 50 размера вам потребуется 300-350 граммов пряжи Baby Cotton. Это получается 7 мотков. Цвета вы увидите на сайте интернет-магазина, когда перейдете по ссылке. Расцветок очень много, они все разные, красивые. И выберите тот цвет, который вам больше всего по душе и больше всего вам идет. Также рекомендую вам присмотреться вот к этой новинке. Торговая марка производителя Шахермайер. Название пряжи Pyramid Cotton. Вот эта пряжа прекрасно подойдет для вязания данной модели. Метраж в 50 граммах 175 метров, 100% мягкий хлопок. Если выберете вот эту пряжу, также заказывайте 300-350 граммов. Это примерно 6-7 мотков. У пряжи Pyramid Cotton очень тоже интересная цветовая палитра. Красивые, нежные есть цвета, есть очень яркие, насыщенные. Диаметр крючка для этой пряжи 2,25. Для удобства вязания я вам оставила выкройку. По этой выкройке вы можете сделать свою и на свои размеры. Схема вязания основного узора. Схема вязания ажурной вставки, которая идет по низу кофточки и по рукаву. Вот по этой схеме вяжете деталь перед. Это получается схема выкройка. Здесь показаны все прибавки для того, чтобы сформировать небольшой рукав. Он будет у вас слегка приспущенный, посадка приспущенная и скос плеча. Также круглый вырез горловины. Как вязать деталь спинку, смотрите вот эту схему и вяжете по ней. А вот по этой схеме вяжете рукав. По этим схемам вам необходимо связать 4 полотна, перед спинку 2 рукава. Сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Будем с вами вязать основной узор, которым связана кофточка. Узор простой, но я вам покажу несколько способов вязания этим узором. А вы выберите тот, который вам больше всего понравится. Раппорт узора. 1 петля и 2 ряда. Для образца набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1 петлю наберу дополнительно для удобства вязания. Вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема. Во вторую петлю провязываю столбик без накида. Далее в каждую петлю цепочки вяжем по 1 столбику без накида. Общее количество столбиков в первом ряду должно быть 10. Вяжем 10 столбиков без накида.
Так как раппорт узора здесь у нас одна петля, то количество набранных петель должно быть кратное 1. Вяжем второй ряд узора. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину каждого столбика без накида крючок я ввожу под косичку. Провязываем по одному столбику с одним накидом. При первом способе вязания, я вам показываю первый вариант вязания узора, я ввожу крючок под переднюю и заднюю перемычку. Захватываю все 2 петли, 2 перемычки. Провязываем 10 столбиков с одним накидом. Все, связали с вами один раппорт узора. Раппорт узора 2 ряда, 1 петля. Третий ряд узора вяжется точно так же, как первый ряд. Третий ряд — это первый ряд второго раппорта. Давайте свяжем вместе. 1 воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом крючок ввожу под косичку, провязываю по одному столбику без накида. Итого должно быть в конце третьего ряда 10 столбиков без накида. Это самый простой, быстрый и удобный способ вязания узора по схеме. Крайний столбик, 10, провязываю в третью петлю подъема. 1, 2, 3. И вот в эту петлю заканчиваем вязать 10 столбик без накида. Все. Для того, чтобы продолжить вязать узор, перематывайте видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной, повторяя второй и третий ряд. То есть раппорт узора у нас здесь второй и третий ряды. Вот так вот смотрится узор с одной стороны и с другой стороны. Здесь получается узор двухсторонний, но его можно вязать прямыми и обратными рядами и по кругу. Я связала и показала вам мастер-класс по вязанию узора по схеме. И давайте мы с вами попробуем связать несколько вариантов этого узора. Сейчас я вам в 4 ряду покажу, каким образом можно вязать столбики для того, чтобы изменить узор. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю на другую сторону. И здесь мы должны будем определиться, где же у нас изнаночная и лицевая сторона. Сейчас мы столбик с одним накидом будем провязывать. Вот здесь у нас передняя перемычка и задняя перемычка. Образуется вот такая косичка. Мы с вами будем вводить крючок не в переднюю перемычку, а сразу же в заднюю. Это то есть за заднюю стенку вот этой петли. Вот петля состоит из 2 перемычек. Мы вводим крючок во вторую перемычку, которая находится сзади. Провязываем столбик с одним накидом. И все следующие столбики мы также провязываем только за заднюю перемычку. Вводим крючок. И у нас совсем вид узора будет смотреться по-другому. Здесь есть несколько вариантов. Вы можете экспериментировать. Также будет вид узора меняться, смотря по какой стороне вы будете вязать таким способом. Если вы будете вязать
за заднюю стенку, вот по этой стороне у вас внешний вид узора также будет смотреться по-другому. Давайте свяжем еще один ряд узора. Одна воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. В этом ряду вы можете ввести крючок под косичку. Вот сейчас я свяжу вам и покажу, что у меня получается. Вот так вот будет смотреться. Либо, если вам нравятся вот такие дорожки, которые получаются в процессе вязания столбиков только за заднюю стенку, тогда в следующем ряду вы можете также связать для того, чтобы образовывались вот эти дорожки. Одна воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И теперь мы должны провязывать, так как у нас дорожка получилась вот по этой стороне, мы хотим повторить эту дорожку. И сейчас мы столбик без накида будем вязать не за заднюю стенку, а за переднюю. Вот таким образом. То есть за переднюю, самую-самую первую перемычку. И получается вот такая дорожка. Вот она. И далее вы также можете следующий ряд вязать, состоящий из столбиков с одним накидом, когда вы вяжете узор только за заднюю стенку. 3 воздушные петли. И вот здесь вот в каждой петле есть передняя стенка и задняя. Я крючок ввожу во вторую перемычку, которая получается сзади от меня, сзади от петли. И вот таким образом, меняя всего лишь, мы меняем здесь способ ввода крючка в петлю. И посмотрите, как по-разному смотрится узор. Вроде бы одна и та же схема вязания, а узор смотрится совсем по-другому. Вот так вот. И здесь получилась снова, видите, косичка. И вот таким образом вы, когда будете вязать, можете экспериментировать и выбрать тот способ вязания элементов узора, какой вам больше всего нравится. При таком способе вязания, где я вам показывала во втором варианте, видите, здесь получается узор получается более объемный, рельефный, а не такой плоский, если бы вы вязали классическим способом. Столбики с накидом и без накида. Все, я вам показала несколько способов, вариантов вязания одного и того же узора, но способы были показаны разные. А вы сейчас берете нитки, пряжу и экспериментируйте вместе со мной. И вот так выглядит другая сторона узора. Пробуйте и смотрите, как у вас получается. Сегодня к вашему вниманию я хочу представить свою новую работу, которая была связана крючком этим летом. Работу я закончила буквально недавно и хочу вам показать, а также пригласить вас на подробный попетельный мастер-класс. Мастер-класс разработан специально для начинающих, состоит из 16 видеоуроков обучающих, и также в группе, где проходит мастер-класс, вы найдете помимо видеоуроков все схемы вязания. Мастер-класс полностью готов, находится в записи, и вы можете по моему мастер-классу связать подобную модель на любой размер. Размер здесь не имеет значения. Здесь нет привязки
конкретным к определенным моделям. Вы можете связать абсолютно на любой размер, на любой возраст. Как говорится, при вязании данной модели размер и возраст не имеет значения. В моем авторском мастер-классе я вас научу, каким образом выполнить все расчеты, независимо от того, из какой пряжи вы будете вязать данную модель. Также рассчитать необходимое количество петель, раппортов. Дам вам свои рекомендации по выбору пряжи, размеру крючка, ну и, конечно же, информацию по расходу пряжи. Вся эта информация, она уже есть в готовом видео обучающем мастер-классе. Уроки очень подробные, наглядные. Я показываю и рассказываю, как вяжется каждый ряд узора. Название проекта блузка Limelight. Вся прелесть у этой модели в том, что здесь вывязана пройма. Модель для вточного рукава, принцип вязания. Но вот здесь рукав облегченный вариант. Очень красивый, нежный. В общем, это вся прелесть этой модели. Название мастер-класса Limelight. Если у вас есть желание присоединиться к вязанию, в комментариях под этим видео напишите мне: хочу связать Limelight. Я обязательно вам отвечу, как получить подробный попетельный мастер-класс. Давайте хочу вам рассказать более подробно, что входит в мастер-класс. В мастер-классе я вам показываю, как вяжется узор. Также делюсь всеми схемами вязания. Вяжем узор вместе. Далее я рассказываю, каким образом выполнить расчеты для того, чтобы посчитать, сколько петель и раппортов необходимо набрать для своего размера. Есть у меня видеоурок по вязанию каждого ряда, как связать подрезы и пройму вот с таким вот красивым краем, чтобы получить пройму для вточного рукава. Есть видеоуроки, каким образом связать вырез горловины. Вырез горловины можно связать на любую ширину и глубину. Я подробно рассказываю, как это сделать. Также есть мастер-класс по обвязке горловины, низа. Ну и, конечно же, подробный попетельный мастер-класс по вязанию вот такого вот красивого рукава. С вами была Елена Эрмина. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся с вами завтра на моих каналах. Благодарю, что вяжете вместе со мной и смотрите все мои видео каждый день от начала и до конца. Всем пока-пока. До новых встреч.